Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Запустили мы еще одну ферму, друзья, это Ванака Фармер и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Да, фермеры на месте. Такое что-то новое, необычное. 3D модели, 3D мир. Можно бегать от трактора к грядке, к гусю и обратно, да. Покормить коровку, полить капусточку, подстричь яблоню. То есть какая-то визуализация уже более интересней. Давайте разбираться вместе. Да, проект мы, получается, до этого не обозревали, потому что как-то фермы на самом деле не наши. Но кому-то будет интересно, поэтому для общего ознакомления зашли, протестировали, все работает. И расскажем, что и как. Соответственно, давай начнем. Для того, чтобы играть, нужно минимальное вложение где-то $110. То есть у них надо купить их токен, примерно эта цена привязана к доллару, то есть где-то 110 это. Мы открываем 4 слота, это как бесплатная земля, кто помнит, в ПУ были платные земли, у игроков, естественно, кто заходил до этого, у кого-то есть, у кого-то нет, но чтобы играть именно на free-to-play, почти free-to-play основе, мы покупаем токен и открываем 4 слота вот на вот такой красивой ферме. То есть мы открываем один слот под капусту, один слот под корову, один слот под рыбку и под дерево. То есть вот сайт игры, друзья. Ссылочку, естественно, оставим. Кому интересно, может там более подробно ознакомиться с проектом. Но уже видите сами, проект полностью запустился, поэтому это просто для там родмапа и так далее. Надо будет купить сразу токен Ванака. Тут есть два токена. Один внутриигровой, который используется, один, который нужно, точнее, два используются. Один нужен будет для открытия слотов, для закупки, а второй мы будем зарабатывать. Что-нибудь. Да, я хотел добавить, что это на Binance Smart Chain, да, то есть кто не может либо с CoinGecko зайти, найти этот токен и добавить в блины, либо вот прямо на главной сайте вверху у них есть два контракта, там копируем, вставляем на панкейки, покупаем на $110 или запасом там на $115 токены, и потом надо обязательно зайти на сайт и зарегистрироваться. То есть надо будет подвязать мыло и пароль. Да? Это как обычно мы знаем в Аксях. Возможно, вы также дадите аккаунт кому-нибудь поиграть другому, там, своим девушке, детям, если вам некогда и неинтересно. Вы заливаете внутриигровой баланс. Вот видим депозит, заносим туда наши все ванаки или ваны. И они потом у вас появляются в игре. Также на главном сайте там есть раздел Downloads. Оттуда качаем пока сейчас только клиент на ПК в виде zip файла. Да? Качаем, разархивируем, вводим email, логин, пароль и начинаем играть. Ну, естественно, чтобы подвязать, должен прийти вам мыло с подтверждением кода. Вчера вот и ночью, и сегодня это все лагало, все медленно происходило. Но сегодня вроде это уже вроде адекватнее пошло. Наверное, они подчинили, или людей стало меньше долбиться. Я просто вчера пробовал вечером зайти, у меня подтверждение не приходило, то есть пару часов ждал, ничего не было. То есть из-за этого просто в игру не мог зайти, соответственно, как бы протестить получилось только уже на утро. То есть на утро было все сделано быстро максимально. Давай, наверное, расскажем основную суть. Сейчас идет событие Daily квесты, да, запустили они. Сначала расскажи, как вот это открытие, потому что я, когда зашел в игру, я сначала не знал, куда нажимать. Управление просто стрелочки вперед-назад ходит. У тебя нет этого, знаешь, просто в некоторых играх я уже привык, что там просто тут бегаешь, тут как бы непонятно, да, как нажать, там мышка просто камера крутит. Я все перепробовал, но здесь просто альт зажимаешь и все. Это, я думаю, кто более прошаренный геймер, тут как бы шарит. Короче, фишка в том, что есть квест, и они подрубили под него X2. То есть мы получаем как раз таки второй токен. То есть я уже показывал, есть один токен, за который мы покупаем земли, покупаем стартовые семена. И вот этот токен мы будем его фармить. То есть он сейчас идет в квестах, вот он, и мы получаем X2. То есть, видите, везде X2. То есть сейчас такое идет событие, оно, по-моему, будет идти неделю, насколько я помню. И фишка такая, что мы открываем 4 слота, как я уже говорил. И наша задача посадить капусту. То есть мы заходим в шоп, покупаем вот эти 4 вида семян, открываем 4 слота, и у нас получается снизу, справа, видите, там вначале будет открыть землю, открываем, потом сажаем семена, и у нас вот идет слева снизу идет цикл. То есть капусту надо будет поливать 6 часов, полностью цикл, чтобы она выросла.
ее надо будет поливать каждые 2 часа. То есть мы каждые 2 часа должны зайти и полить ее вручную. Ну, либо какими-то другими манипуляциями, да. Да, чтобы полить, просто подходите на эту клеточку и нажимаете пробел. Ну, так проще всего. И, наверное, уточнение небольшое. После того, как мы купили эти мешочки, их надо еще будет в трежере зайти и открыть. Да, вот здесь сейчас они появятся, здесь открываем. Вот, кстати, первые плоды, то есть первый плод. Первый плод не подгружается. Ну, до этого я открывал, что-то не знаю. Ну, иногда подтупливает. Да. Сейчас посмотрим еще раз. Вот он. Вот. То есть первый плод, он получился у меня 1,2, что-то 0,3. Ну, как бы обычно. Бывают какие-то прокуют другие тут капустки. Короче, основная проблема то, что капусту надо поливать каждые 2 часа. То есть это по времени, как вы понимаете, не очень комфортно. И от этого зависит, насколько она большая вырастет. С коровой тут ситуация чуть получше. Тут, по-моему, раз в 6 часов ее надо тут кормить. Короче, вот цикл тут показан снизу слева. То же самое мы делаем и с рыбкой. И то же самое делаем с яблоней. То есть задача примерно простая. Максимально. Как бы вот тут показаны циклы, у каждого свой, и показано, какой у нас сейчас промежуток. То есть 4 часа 36 минут, то есть я сейчас понимаю, что через 36 минут мне надо будет полить один раз, и потом через 4 часа она, получается, появится плод. Этот плод потом мы будем все это дело сдавать в квест, как наберем все количество ресурсов, которое нужно. То есть мне нужно будет собрать 3 яблони, я потом сразу, как появится 3 плода, я сразу их 3 воткну сюда и заберу квест, получу 300 токенов. Дальше вы можете сами посмотреть, насколько это вам, естественно, интересно как минимум, потому что вход сейчас, я думаю, максимально крутой в плане того, что хотя бы дает x2. То есть, по идее, как бы окупаемость намного выше, чем, думаю, в последующие времена, хотя кто знает, да, как эти события будут на какой регулярной основе. В принципе, тут даже не знаю, что добавить. Покажи еще, может быть, менюшку вот Breed и Factory, кому интересно. Тут вот вроде как говорят, вытряхиваешь семена из 2 типа бридовых капусты, там рыбки и все остальное. А Factory здесь какое-то производство, за что-то крафтится, за энергию. Пока мы в этом ничего не разобрались. Если вы кто-то знает, пишите в комментариях. Я думаю, всем будет полезно, мы закрепим. А так, есть еще есть маркет, кто рискованный, кому интересно, наверное, можно прикупить землю, без понятия, сколько они стоят сейчас и дорого ли это или дешево. Сейчас дорого, я думаю, точно. Но пока непонятно. То есть фишка в том, что, друзья, главное, чтобы не было как с ПВУ, да, то есть как бы земли там были ценные до момента, как мультиакинг начал преобладать. А если, тут система, конечно, посложнее, чем там, да, то есть бота будет сделать намного сложнее. Но, как бы, никто не совершенен в этом плане. То есть, мне вот не нравятся фермы вот в этой теме, то, что могут прикрутить. Поэтому, не знаю, смотрите, нравится вам такие проекты, нет, уже каждый решает сам. Опыты различных проектов есть, где-то хорошие, где-то плохие, поэтому, не знаю, решайте, думайте. Будешь что добавлять, Петрух? Нет, заходим, пробуем, тестируем. Может быть, даже не обязательно на $100 заходить. Можно одну землю какую-нибудь себе, там, коровку купить и все, и ее там растить, и больше вам никто не нужен, да. Вот кто знает, что они там прикрутят, что какой-нибудь дроп потом навалят. Так что, чтобы потом локти не кусать, а попробовать ради опыта всегда полезно. А так подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Это очень важно для алгоритмов YouTube. И, наверное, до новых встреч. Да, друзья, всем пока-пока.